Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я покажу, как задекорировать вот такую птичку. Это очередная фигурка в данном комплекте, и если вам интересно, оставайтесь со мной, приступим. Сегодня я украшаю вот эту птичку. Я уже показывала в другом цвете, но урока не было. И размер ее получается, так часто спрашивают, 15 сантиметров на 15. И у меня уже тут нарезаны квадратики. Я уже не раз показывала, как нарезать. Это у меня 4 на 4. И мне понадобится проволока обыкновенная. Главное, чтобы она хорошо гнулась, чтобы было удобно все закреплять. Но в данном случае, можно сказать, мы не будем закреплять через вот эти отверстия, поэтому можно брать любую проволоку. И нам понадобится также скотч. И здесь по украшению этой птички у меня идут все перышки практически одинаковые. Здесь у меня идет по 3 отрезка. И сейчас покажу, как сделать. Я беру двусторонний скотч, у меня это 5 миллиметров, и приклеиваю свои отрезки. Они у меня не совсем ровные, но как бы тут не очень важно, чтобы было прямо ровно-ровно. И, как я уже говорила, на эти перышки у меня идут по 3 отрезка. Вот. Остальные можно убрать, чтобы не мешали. Что мы делаем дальше? Нам надо убрать вот эти нитки, чтобы распустить ленту, в общем. И вот так все это дело распускаем. Также есть видео, я там показывала отдельно, как делать все эти перышки. Вот, и сейчас вот подходим к самому краю. Когда уже вот эта ниточка начинает застревать, тогда мы подрезаем. И у нас получаются вот такие метелочки. Теперь мы снимаем защитный слой. Берем проволоку, у меня это примерно 8-10 сантиметров, и под углом вот так вот наматываю. Сразу не снимаем весь защитный слой, иначе может вот эти пушинки попасть туда и будет трудно закручивать. Таким образом. Если тут получается какое-то толщение, пальчиком прижимаем и продолжаем. И вот получаются такие симпатичные метелки. Теперь прижимаем пальцем, чтобы все у нас между собой склеилось. И вот что получилось. И таких у меня здесь штук 15, наверное. Понадобится каждому разное количество, так как кто-то будет делать гуще, кто-то наоборот. И поэтому количество надо регулировать уже по ходу работы. И, как я уже говорила, в данном случае мне вот эти проволоки не нужны, поэтому я их просто уберу. И подготовлю полностью все перышки к работе. И начну я декорировать с середины. Примерно здесь 2,5-3 сантиметра оставляю. Беру пистолет. Пистолет лучше на самую вот эту высокую температуру поставить. Я примерила, посмотрела, как у меня приклеивается. Наношу клей и подклеиваю. Нижняя часть вот этих лепестков у нас приклеится, а верхняя будет вот так вот играть. И вот так постепенно мы двигаемся в обе стороны.
Так, придерживаем. Снова наносим клей. Клей прямо размазываем, чтобы у нас все подклеилось. И подклеиваем. Берем следующее. Так, вот тут подлиннее чуть-чуть у меня. Как я уже говорила, нижние части все приклеиваются, а верхние вот у нас так вот играют. Обязательно все примеряем, прежде чем приклеить, чтобы мы зрительно понимали, куда нам приклеивать перо и как оно как бы ложится. Если где-то вот эти кончики не подклеились, добавляем клея и подклеиваем. И вы видите, как хвост заполняется. И так продолжаем работу в одну сторону и в другую. Первый ряд перьев у нас подклеен. И так как хвостик вот с этой стороны, вы видите, он меньше, короче, здесь длиннее, то у нас как бы получается неравномерно. Но вас это не должно пугать. Все очень красиво получится. И теперь нам надо проверить, чтобы все вот эти уголки были полностью приклеены, прежде чем начинать дальше работу. Вот видите, у меня тут не очень подклеено. Я туда немного клея и пинцетом прижимаю, чтобы все закрепилось. Обязательно, потому что мы поверх будем подклеивать следующие перышки, и чтобы у нас было все закреплено. Так, вот теперь у меня все закреплено, и теперь я начинаю заполнять остальные места. Также мы берем и примеряем. Обязательно все примерять. Вот вы видите, здесь мне практически полностью подходит, но мешает вот эта верхняя часть. Ее, так, наверное, лучше ножницами, ее я отрежу и обязательно прижгу. Все, чтобы у меня все держалось. И начинаю вот таким образом. Вот идеально у меня тут все село. Как я подклеиваю? Примеряю, вот смотрю, где мои перышки будут лежать, и наношу клей и вот на вот эти концы перьев, и вот тут все надо размазать. Так, убираю ножку у пистолета, вот на все вот эти ножки, чтобы у нас все между собой все склеилось. И закрываем все места. Прижимаем пинцетом, ни в коем случае руками, чтобы не было никаких повреждений. И даем как бы закрепиться. Вот вы видите, все у нас закрывает. Берем следующее перышко, снова примеряем. Вот сюда все сводим кверху, снова подрезаем вот это, подожгли. И вот так вплотную примеряем, чтобы закрыть все места. Я, наверное, вот так одну в бок и затем одну посередине. Вот, чтобы у нас закрыть вот этот бочок.
Еще раз примеряю. Да, все мне идеально подходит. Так, отодвигаю все и наношу клей. Вот на все вот эти края, чтобы все было подклеено. Вот таким образом. И у нас здесь вот в середине еще есть небольшая пустота. Сейчас мы ее закроем. Все у нас приклеилось. Проверяем. Вот тут еще немного клея. Даю закрепиться. И затем последнюю вот сюда. У нас получается такой очень пышный, красивый хвост. Так, последнее перышко очень аккуратно надо подклеивать. И клей сейчас будем наносить только в одном направлении. Вот наверх, вот таким образом. Так, подняли, ни в коем случае не назад. Подняли, иначе вы зацепите перышки, и они будут подниматься вверх. Все, нанесли клей и подклеивали. Подклеиваем. Прижимаем, даем закрепиться. Теперь небольшой отрезок, у меня примерно это 2,5-3 сантиметра. Распускаем, нам надо сделать хохолок. Вот я распустила до скотча и лишнее все отрезаю. Нам понадобится не целая лента, а вот примерно треть отрезаем. Снимаем защитный слой и просто скручиваем. Немного вот тут лишнее отрезаю, обжигаю и подклеиваю. И прижимаю. И прежде чем продолжить декор, нам надо сделать вешалку. Так как здесь нету специальной вешалки, некуда подвесить, мы будем подвязывать за саму птичку. Я беру ленту, у меня это примерно 26-27 сантиметров, и завязываю узел. И теперь с задней стороны, вот здесь у нас в последнее отверстие, извините, так, еще раз, будем крепить вот в последнее отверстие. Этот самый такой удобный вариант, и птица висит ровно. Вот так раскрываем нашу ленту и перетягиваем. Так, сейчас чуть-чуть побольше возьму, вот таким образом. И перетягиваем вот эту ленту. Вот таким образом. Следим за тем, чтобы все у нас ровно лежало. И вот этот узелок спрячем вот сюда, именно в туловище павлина. И у нас получится чистая вешалка. Я возьму немного клея сюда. И вот этот узелок туда спрячу. Я уже заранее задекорировала 2 веточки, которыми я буду украшать. И вот эта маленькая филигрань также у меня будет декором для птички. Здесь у меня будет в середине 1 страз, и по краю вот такие маленькие 5 на 9, которыми я все заполняю. Я подклеила в середину камень и оставлю, чтобы закрепился. И пока сейчас поработаю над декором хвоста. Я беру веточки и примеряю. Одну веточку. Веточки можно чуть-чуть подогнуть, чтобы они красиво легли.
Вот у меня будет одна веточка чуть выше, другая ниже. И затем вот эту пустоту я заполню стразами. Располагаем как нравится. И вот здесь я понимаю, что вот мне мешает вот этот страз. Поэтому я возьму и отрежу. Вот, все. Чтобы у меня все красиво легло. И обычно я примеряю, смотрю, где у меня все приклеено, где будет приклеено. И беру клей и вот так обильно в середину декора наношу. Не по краям, только в середину. И подклеиваю. Если вы будете наносить клей на края, он может вылезти из-под филиграни и испортить вам изделие. Даем закрепиться. Затем, когда все закрепится, будем проверять, не шевелится ли тут что-то. Вот у меня немножко вот плавает. Затем, когда все закрепится, я еще раз клеем все это подклею. Вот здесь у меня немного клея, его убираем. Он нам не нужен здесь. Откуда-то вылез. Бывает и такое, ничего страшного. И примеряем вот так. Также я располагаю, так, сейчас, чтобы повыше было, павлина, примеряю и на середину. Можно это подклеить и универсальным клеем, но так будет быстрее. Вот таким образом. И прижимаю, даю закрепиться. Вот у меня одна сторона хорошо подклеилась, вот это немножко ее надо закрепить. Отодвигаю, убираю все лишнее, убираю ножку и вот туда вовнутрь я наношу клей. Все, прижимаю и даю закрепиться. Вот эту филигрань я немного подогнула, чтобы она идеально у меня садилась на крыло. Беру клей и наношу клей на филигрань. Не сюда, потому что здесь очень много отверстий. Именно на филигрань. Наношу достаточно много клея, но его вот так размазываю и даю немного закрепиться, чтобы он сразу схватился. Подожду чуть-чуть и даю закрепиться. И пока у меня все закрепляется, я задекорирую крылышко. Подклеиваю стразы и подклеиваю острым краем как бы наружу, снаружи. От середины. Вот, правильно, наверное, будет сказано. Острым краем от середины. Здесь уже можно по желанию декорировать, как кому нравится. И продолжаю работу. И также я подклею вот сюда страз. И вот эти пустые места мне тоже надо задекорировать. Поэтому я наношу клей. И в пустые места заполняю стразами. Здесь уже направление, смотрите, как удобнее, чтобы все заполнить. И продолжаем работу. Также павлина я буду декорировать бантиком. Он у меня будет вот сзади. Пока не буду переворачивать, так как у меня тут не закрепилось. Бантик я использовала ленту 2,5 сантиметра и шаблон 8 сантиметров. Извините, 9 сантиметров.
Я примеряю бант. И здесь уже кому как нравится. Можно бант выше, ниже, можно его под углом. Мне нравится так, чтобы он немного с одной стороны торчал и с другой стороны торчал. Вот таким образом. И получается, что бант у меня подклеивается прямо под основание туловища птицы. Поэтому я наношу клей. Я уже присмотрела, где у меня нужно нанести клей. Сразу много не наносим, потому что всегда можно добавить и подклеить. Располагаю свой бантик, прижимаю, даю закрепиться и затем продолжу подклеивание по всем остальным краям. Вот эти части нам надо подклеить, чтобы они у нас не висели в воздухе. Наносим клей и подклеиваем. И, конечно, надо подрезать края и обработать огнем. С одной стороны и с другой стороны. И вот такая птичка у меня получилась. Это к розовому набору. И совсем скоро покажу окончательный вариант набора. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.